это пленка. Сегодня расскажем о «Пристрели их», самом изобретательном фильме с Клайвом Оуэном и Полом Джаматти. «Пристрели их» – первый и единственный студийный фильм Майкла Дэвиса. Он написал сценарий еще в 2000 году и называл свой проект «Влажной мечтой Джона Ву», признанного мастера гонконгских боевиков. Из-за неопытности режиссера студии не спешили финансировать проект. Впрочем, это была не единственная причина отказа. Are you familiar with the Columbine High School shooting in 2000? Yes, I heard about it. So basically, like a week after I gave the script to my manager, Columbine High happened. And Hollywood decided that they were not going to glamorize gun violence and actions and shooting. Right? В следующие 5 лет Майкл продолжал набираться опыта в малобюджетных проектах, пока не решился вручную анимировать первые 15 минут сценария. В итоге получилось около 17 тысяч отдельных рисунков. Результат так понравился коллегам Майкла, что вскоре его труды заметили и студийные продюсеры. I guess this was 2005 or 2006. I went to film school at the University of Southern California with Don Murphy, who has done a bunch of movies, and he was making the Transformers movies. And he loved the script. And I also had done those animations. Have you seen the animations that I did? And he took it to New Line Cinema, and we got very lucky, and they decided to make it. «Пристрели их» — это аморальный криминальный боевик, в котором смешались черный юмор и безумные трюки. С первой минуты становится ясно – ничего серьезного от картины ждать не стоит. Главный герой отлично проводит время наедине с собой. Сидит и круто жует морковку, глядя прямо на зрителя. Не вставая со скамейки, он становится свидетелем таинственной погони вооруженного негодяя за беременной женщиной. Как герой боевика, он не может оставаться в стороне. Потасовка с одним негодяем стремительно разрастается до массовой перестрелки. И для героя это не главная проблема. Беременная женщина решила родить прямо под пулями. Застрелив пуповину, он понимает, что мать ребенка мертва, а на руках у него беззащитный младенец, который так нужен бандитам. Несмотря на мастерство и хитрость, у героя все же есть слабое место – клиническое отсутствие везения. И это самое интересное в фильме. Герой постоянно попадает в неразрешимые ситуации, но благодаря своей смекалке преодолевает их. К слову, единственное, что мы знаем о персонаже – его зовут Смит. Probably the character in real life is not named Mr. Smith, but there's so many Smiths in America, it would be hard to find a Mr. Smith if you were using that as your other identity, right? It's the most common name in America. That's why it is Mr. and Mrs. Smith. It's just so generic. But the other thing, somebody told me that my last name, Davis, is the 7th most common name in America. Смит находчив, отлично обращается с оружием и вовсе не хочет становиться отцом. Надев ребенку носок вместо шапки, герой отправляется к детской площадке, где оставляет младенца на произвол судьбы. И эта судьба происходит через пару секунд. My God, look at this! Someone left a baby! Пулями раскручивая карусель, Смит хватает ребенка и убегает к знакомой проститутке. Ему нужна Донна, несостоявшаяся мать, которая кормит своих прихожан грудным молоком. Как ни странно, Смиту не удается убедить ее забрать ребенка, и он уходит. Но взамен приходит некий Герц. Smith. Mr. Smith.
What's up, Doc? Для Пола Джаматти персонаж Герца стал первой злодейской ролью в карьере. Из-за своей внешности, скучного пиджака и очков он кажется типичным офисным клерком. И может быть это близко к истине. Ему постоянно звонит жена, от которой он скрывает криминальную сторону своей жизни. Тем не менее, он внимателен к деталям, умен и вооружен большим пистолетом. There was just a ton of people that I got to take meetings with that weren't really right for the movie, but it was fun to be sort of, for a short moment, I was a star. And, Clive was very hot at the moment. I met him for drinks, because they want to feel out, can I hang out with this guy for 6 months? Is this, is the guy for real? What is he like? And we really hit it off. I mean, he is just the nicest, coolest guy in the world. And we had a great conversation, and he was in. And then after that, it was easy. Paul Giamatti wanted to work with Clive Owen, right? And then after I had those two guys, well then Monica Bellucci wanted to do it. За бешеным ритмом картины скрывается умная пародия на боевики, в центре которой такая же пародия на семью из матери-проститутки, мутного главного героя и чужого ребенка. Что интересно, на роль последнего утвердили сразу несколько малышей еще до их рождения. Авторы фильма специально искали женщину, которая ожидает двойню, чтобы к началу съемок младенец действительно был новорожденным. No, baby, no. We could call him Oliver. Oliver, Yeah, like Oliver Twist. because he's an orphan. Because I like the book. You like the book. I didn't hate it. That's a first. Своим подходом к экшену фильм напоминает культовый «Крепкий орешек». Подобно герою Брюса Уиллиса, Смит также импровизирует, ошибается и выдает язвительные цитаты после каждой расправы. Next time you have a chance to kill someone, don't hesitate. Thanks for the advice. So what do you think of the Second Amendment now? Похожи и ситуации, в которых герои оказываются в конце. Раненые, еле стоя на ногах, они выбираются из драматичной передряги благодаря своей смекалке. И здесь проявляется отличие в подходе авторов к постановке боевых сцен. Если Джон Маклейн вполне правдоподобно убивает антагониста из пистолета, который заранее примотал скотчем к спине, то Смит плюет на все законы физики и стреляет в противника пулями между пальцев, держа руку над камином. I am dead on about who you are, right? Say that again. I said I am dead. Stop! That part of it you got right. «Пристрели их» — не такой беспредельный фильм, каким кажется по описанию. В своем безумии он не опускается до уровня условной планеты страха. Если там одноногая танцовщица протезом-автоматом стреляет по мертвецам, то для Смита самым ультимативным оружием является обычная морковь. И в отличие от фильма Родригеса, здесь легко поверить в ее боевую эффективность. Похожее использование бытовых предметов есть и в истории известного белоруса Джона Уика. Фантазия Смита еще богаче, чем у Джона Уика. Он использует морковку не только в качестве холодного оружия, но и вместо пальца, вставляя ее в скобу пистолета. Подобный креатив придает заразительную крутость не только герою, но и самому фильму.
«Пристрели их» держится где-то между хорошими боевиками с достойным сценарием и трэшем, в котором поются оды зрелищному действию. What is a element that can make something pop or different or do something weird or offbeat, right? And so I always start with the concept. And here's this guy who's the greatest shooter in the world, and it's explained in the movie that carrots are supposedly good for the eyes, right? So I make him a guy that's always eating carrots, right? So he's eating carrots just because that fits the character. And it's funny, you never see James Bond eating a carrot, but you know, this guy is destitute, right? He probably, you know, has not much money. And then you see in his place, he's growing a vegetable garden, right? You know, when you're having to have a dialogue scene, instead of just having explaining things, you do something that distracts the audience that you're writing expositional dialogue. Oh, so it's while he's giving information, he's proud of his garden, right? And you get to know him, that he's this nurturing guy. Несмотря на то, что фильм стал первым студийным проектом режиссера, ему удалось привлечь к работе над ним очень опытную команду. Например, оператором фильма стал оскароносный Питер Пау, который как раз работал с Джоном Ву и на момент съемок сделал себе имя в китайском кинематографе. Peter was so prepared that we would be filming in one location and he'd have half his crew at the location that we would be at the next couple days. And so whenever we moved a location, we were almost ready to shoot. So there was a lot less waiting around, and we moved very quickly, and actors don't like waiting in their trailers. Композитор Пол Хаслингер написал саундтрек, в котором смешались оркестр, эмбиент и рок. Все вместе они на бесконечность умножают абсолютную крутизну героев и абсурдность их действий. I was a fan of Tangerine Dream, which he was a member of years ago. I just thought he got the movie. And he kind of brought a kind of very contemporary sound to it. And, you know, usually when he delivered a cue, it was either 100% perfect or 95% there. It was super fun working with Paul. He was really, really great. Актер Клайв Оуэн спасает ребенка не в первый раз. Годом ранее вышел фильм «Дитя человеческое», где посреди катастрофы, вызванной массовым бесплодием, герой выхаживает младенца, родившегося впервые за долгое время. На написание сценария Майкла Дэвиса вдохновила сцена из фильма Джона Ву «Круто сваренный». В ней главный герой также отстреливается от бандитов с младенцем на руках. Подобная сцена есть и в «Восьмом форсаже». Джейсон Стэтхэм в обычной для себя манере спасает малыша на борту самолета. All right, little man. This might be a little scary. It's gonna be a lot of fun. How's the music good? Список отсылок к азиатским боевикам этим не заканчивается. Например, сцена родов напоминает похожую в фильме «Время не ждет», а прыжки и подкаты будто взяты из светлого будущего того же Ву. По мнению режиссера, «Пристрели их» — это фильм о Джеймсе Бонде, только из рабочего квартала. В отличие от агента 007, у Смита нет ничего. Он лишен дорогого костюма, блестящих автомобилей и новомодных гаджетов. Актер, играющий роль Смита, Клайв Оуэн, когда-то рассматривался на роль Джеймса Бонда, но она досталась Дэниелу Крейгу. Это событие имеет свое отражение в фильме. Первый пистолет, который подбирает Смит, Вальтер ППК, любимый пистолет Джеймса Бонда. I'll bleed now. Quit squirming and ruining my shot.
What a piece of crap. На этом связь с британским агентом не заканчивается. Моника Беллуччи, сыгравшая Донну, во время премьеры фильма описывала свою героиню как дрянную девушку Бонда. Иронично то, что через 8 лет она как раз ее и сыграет в «Спектре». Несмотря на то, что в фильме много заимствований, он не кажется вторичным. Наоборот, в картине столько уникальных идей, что она и сама служит источником вдохновения для других режиссеров. Например, трюк с прыжком в автомобиль через люк на крыше был поставлен в «Кунг Фьюри», а сцену секса во время перестрелки повторили в фильме «Сумасшедшая езда» с Николасом Кейджем. Фильм вряд ли понравится эстетам и любителям искать во всем глубинный замысел. Зато он точно подойдет тем, кто способен выйти за рамки хорошего вкуса. «Пристрели их» – первый и последний высокобюджетный фильм в карьере режиссера. В 2007 году картина была встречена смешанными отзывами критиков, а после премьеры и вовсе провалилась в прокате. Однако со временем картину стали чаще упоминать в списках лучших боевиков. Shoot 'em Up was not a hit in the United States, or a hit ever. It did just okay. And in Hollywood, everything is based on your heat, how successful you are. Now, if you are a director or filmmaker that's made a few hits and then you have a dud, everybody goes, that's okay, he still made other hits, let's hire him. But because Shoot 'em Up was my only studio movie, right? I didn't have the heat to move on to get to direct other movies. Со времен «Пристрели их» Майкл Дэвис выпустил лишь 2 мультфильма – короткометражную «Поездку с дробовиком» и полнометражный про альтернативную историю с участием бывшего американского президента Ричарда Никсона. Однако в планах у режиссера есть кое-что посерьезнее. And I'm launching a crowdfunding project, and you're probably the first ones in the press to know about it. And it's basically a science fiction shoot 'em up, and I'm calling it Blast 'em Up. It's a science fiction Italian job, and it's really awesome, and it's going to have all the great shoot 'em up action. And because, you know, I can do whatever I want, I can have whatever budget I want, whatever sets I want, because I'm going to animate the whole damn thing myself. It's basically, it's not a sequel because it's a different character and it's in the future. But tonally, it's going to be just like Shoot 'em Up, but it's going to be in the future.